Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Спасибо, что смотрите мои видео. И сегодня я хочу связать вот такой же рюкзак, как и вот этот, спицами. Вязать я буду опять из трикотажной пряжи бисквит из ролика. Мне потребуется 2 ролика. Таких вот у меня 2 ролика. Это цвет Тиффани. Здесь, наверное, он немножко не такой, как на самом деле. Это очень популярный цвет Тиффани. И вязать я буду из ролика. Также мне нужен будет 2 спицы. Спица номер 8 миллиметров и крючок. Крючок на самом деле будет вспомогательным инструментом, поэтому как бы берите не слишком толстый. Вот я буду использовать с одной стороны 7, с другой стороны 8. Он будет нужен для набора петель на спицу. Также мне потребуется молния для замка, я буду ее вшивать. Вот этот рюкзак, он связан практически все лицевые петли. Единственное, что у него в центре проходит вот такая коса, как декоративный элемент. Сейчас я не буду заострять внимание ни на каких декоративных элементах, потому что если вы вяжете спицами, вы легко свяжете любую косу в любом месте этого рюкзака с закрытыми глазами. И вам мое объяснение совершенно не нужно. А если вы не вяжете спицами, то мое объяснение, как вязать ораны, вам не поможет. И, конечно, нужно начинать вязать просто с платочной вязки. Все лицевые в лицевых рядах, все лицевые в изнаночных рядах. Итак, я начну набор петель на спицу с помощью крючка. Набирать я буду на одну спицу. Использую крючок со стороной номер 7. Это довольно простой набор, но его не часто используют. Я буду пользоваться набором с помощью крючка, потому что мне нужно, чтобы снизу тоже была косичка по краю этой детали. У меня будут косички по бокам, потому что это будут обычные самые кромочные. Также я закрою крючком верх этой детали, тоже будет косичка. И поэтому для того, чтобы у меня все выглядело одинаково, когда я буду уже набирать петли и обвязывать эту деталь, то я хочу, чтобы снизу у меня тоже была по краю косичка. Итак, как он делает? Делаем первую петлю вот так вот, перекрещиваем просто крючком нитку. Очень просто. Обвиваем ниткой спицу и провязываем. Получаем одну петлю. Дальше нитку снова обвиваем спицу и снова провязываем. Снова обвиваем спицу и провязываем. Вот сейчас у меня на спице 3 петли, а на крючке 1. Значит, я набрала 4 петли. Всего я наберу 24 петли. Вот сейчас 5. То есть я набираю 23 петли на спицу, и 24 у меня оказывается на крючке. Вот, посмотрите, на спице 23 петли, 24 на крючке. Сейчас я их тоже переведу на спицу. Таким образом, у меня получается 24 петли на спице. После набора петель я перехожу к вязанию. Первую петлю я снимаю, это кромочная. Снимаю ее как лицевую. Дальше провязываю все лицевые, последнюю петлю провязываю лицевой. Я всегда делаю кромочный так. Первую снимаю, последнюю провязываю. Даже если вы делаете по-другому, например, снимаете последнюю, а провязываете первую, результат все равно один и тот же, все равно нитка проходит одинаково. Это лишь 2 пути, которые ведут к одному и тому же результату. Единственное, кромочные, как можно делать по-другому, это можно делать их узелковыми, но в данном случае мне не нужно, за них будет немножко сложно зацепить дальше вязание, поэтому я делаю здесь кромочные косички. Переворачиваю вязание и снова 24 лицевых петли в другую сторону. Первую петлю опять снимаю, как лицевую.
Снова вязание переворачиваю. Так я связала 2 ряда платочной вязкой, и в следующем ряду я сделаю по прибавке. С каждой стороны я прибавлю по одной петле. После кромочной прибавки я делаю самыми обычными накидами. Только я их перекрещиваю, потому что так дырочка получается меньше. Да, если вы сделаете просто вот такой накид, то потом, когда вы провяжете в следующем ряду, у вас будет вот здесь довольно большая дырочка. В этом случае я его перекрещиваю. Снова все лицевые, и перед последней кромочной я сделаю еще одну прибавку. Не забывайте делать симметричные прибавки, иначе полотно у вас будет несимметричное. А как известно, самые симметричные вещи нам кажутся самыми красивыми. Снова перекрещенный накид для прибавки и последнюю петлю провязываю лицевой. Вязание снова разворачиваю. Четвертый ряд снова все лицевые, не забываем провязывать накиды, просто лицевыми. Это очень простая вязка. Здесь сложность, конечно, не в вязке в этом рюкзаке, а скорее в пропорциях и в его соединениях, в правильном расчете. А вязка здесь самая простая, та, которую первый учат в любой вязальной школе, в вязальном кружке. Если вы учитесь вязать спицами, то первое, чему вы научитесь вязать, это, конечно, будет платочная вязка. Я, конечно, не хочу сказать, что на этой модели вы научитесь вязать спицами, это все-таки сложная модель. Я бы не рекомендовала учиться вязать спицами по этой модели. Можно что-то попроще взять, просто по прямой вязать, туда-сюда, платочной вязкой. И в конце проверять, если вы набрали, например, как я, 24 петли, да, и сделали по прямой платочной вязкой, то если у вас получается 24 петли на выходе, то ура, вы научились вязать спицами. Так, 4 ряда спицами платочной вязкой я провязала. Я провяжу еще 36 рядов платочной вязкой, уже без прибавок и убавок. То есть убавки я буду делать после этих 36 рядов. То есть всего 40 рядов от набора. После первых 2 рядов я делаю, прибавляю по одной петле, как я сейчас показала, и дальше вяжу по прямой на расстоянии 40 рядов. После 40 рядов платочной вязки я начинаю делать убавки, чтобы немножко скруглить верх изделия. Так, 5-й ряд. Последнюю я вяжу лицевой, она у меня просто слетела сейчас. И 6-й ряд. Вы, кстати, можете вязать на абсолютно любое количество рядов, да, это просто я вот выбрала 40. А если вам нужен чуть побольше или чуть поменьше рюкзак, можно и вначале сделать другой набор. Я довольно небольшой вяжу, я скажу, что, например, А5 в него, конечно, поместится, но А4 уже, мне кажется, нет. То есть это такой мини формат рюкзачка. Но, естественно, если вы будете делать рюкзачок побольше, то и вам нужно будет побольше пряжи. А мне нравится такой размер.
Так, я провязала 6-й ряд платочной вязкой. Давайте я довяжу уже 40 рядов и покажу вам, как я делаю убавки. И что я делаю после того, как эта деталь будет закончена. Встретимся на 40-м ряду. Вот я связала 40 рядов от набора. Давайте повесим сюда маркер. Дальше я буду уменьшать по одной петли с каждой стороны. То есть с вот этого края, с вот этого края. Я буду провязывать после кромочной по 2 петли вместе. 5 раз. Через ряд. То есть вот в этом ряду я провязываю по 2 петли вместе. После кромочной. Здесь я провязываю 2 петли вместе, не так, как в первом случае, то есть не просто 2 петли вместе, да, а через протяжку. Одну снимаю, вторую провязываю, первую накидываю. Таким образом они получаются симметрично друг к другу. Разворачиваю вязание, и в этом ряду я не делаю убавок. Этот ряд я провяжу все лицевые. Снова переворачиваю вязание и снова делаю убавки с каждой стороны по одной петле. Здесь 2 петли вместе, здесь с протяжкой. Таких убавок всего у меня будет 5 штук с каждой стороны. Это значит, я уберу 20 петель. То есть на спицах у меня останется в конце 16 петель. В конце ряда осталось 3 петли. Я делаю убавку с помощью протяжки. То есть одну петлю снимаю, следующую провязываю. Снятую петлю я на нее накидываю. Можете делать так же, как и в начале ряда. 2 вместе. А в этом рисунке этого практически незаметно. Но мне, для того, чтобы они были симметричны, вот видите, вот эти 2 смотрят как бы влево. А вот эти 2, они смотрят вправо. То есть для симметрии нужно, чтобы они смотрели в разные стороны. Снова разворачиваю вязание и вяжу все лицевые. Ну и так далее, пока на спице не останется 16 петель. Последний ряд с убавками. Кромочную снимаю. И провязываю 2 вместе. Если их тяжело провязывать спицами, можно провязывать с помощью крючка. Потом возвращать на спицу. Лицевые петли. И в конце ряда симметрично сделать такую же убавочку.
меня остается 3 петли. Первую снимаю, вторую провязываю лицевой, потом снятую петлю перекидываю и протягиваю через ту петлю, которую провязала. Кромочную провязываю лицевой. Вязание переворачиваю, и оставшиеся петли, у меня их 16, можете пересчитать. Я закрываю с помощью крючка. То есть петлю провязываю крючком и затем протаскиваю петельку через ту петлю, которая на крючке. Снова на крючке одна петля, снова петлю со спицы провязываю, как лицевую, и провязываю через ту петлю, которая на крючке. И так, пока у меня не закончатся петли. Обрезаю нитку и вытаскиваю. Вот такой получилась одна деталька. То есть это платочная вязка, она выглядит одинаково, что с лицевой, что с изнаночной стороны. Еще кадр. Таких деталей я буду делать 2. Вот эту деталь я буду использовать как заднюю деталь. То есть на передней детали здесь можно расположить в середине какую-нибудь косу, может быть 2 косы, может быть одну широкую плоскую косу, может быть еще какой-то аран или просто... В общем, все на вашу фантазию. Дальше я буду обвязывать эту деталь по кругу, опять же платочной вязкой. Набирать я начну снизу донышком с помощью крючка на круговую спицу. Вот я взяла круговую спицу, это тоже 8. Здесь у меня, сейчас я посчитаю, по-моему, 22 косички. Да, у меня 22 косички, набирать я буду от центра низа, поэтому я считаю 11 косичек. То есть вот эта петля, с которой я начну набор. Я буду набирать на крючок и переносить спицы, и переносить петли на спицу. Да, то есть каждую петельку, в которой косичка, просто вставляю крючок, подхватываю петлю и набираю таким образом петли по краю. Вставляю, подхватываю, набираю. Когда у меня закончится место на крючке, я просто все это перенесу снова на спицу. Можно, конечно, сразу делать спицей, но удобнее крючком. По кругу. Именно поэтому я и сделала набор вязания на спицу с помощью крючка, чтобы здесь тоже была косичка и было все как бы удобнее делать потом уже. То есть вот этот набранный край, что по низу, что с боков и поверху, он будет выглядеть абсолютно одинаково. То есть вот видите, получается такой край. Я снимаю петли с крючка и вставляю спицу. Ну и так продолжаю, пока петли не замкнутся в кольцо.
по краю. Вот до сюда нужно набрать. Последние петли я набрала, снимаю их и перевожу на спицу. Дальше перехожу на круговое вязание уже вот этих вот набранных петель. Вот что получается, вот такая вот конструкция. Я буду вязать все той же платочной вязкой, но уже буду вязать по кругу. А при вязании платочной вязкой по кругу нужно вязать не все лицевые во всех рядах. Нужно вязать все лицевые в лицевом ряде и все изнаночные петли в изнаночном ряду. Поэтому первый ряд я буду вязать лицевой, а второй ряд я буду вязать изнаночный. И я буду чередовать. Потому что если вы будете вязать по кругу все лицевые петли, ну, те, кто вяжут спицами, прекрасно знают, что у вас получится тогда лицевая гладь, а не платочная. Здесь все меняется. А если вы еще не имеете достаточно опыта в вязании, то полезно знать, что платочную вязку по кругу можно сделать только провязав один ряд лицевой, один ряд изнаночный. Ну, первый ряд я вяжу лицевыми. Первый ряд самый сложный. Не забывайте, где было начало ряда. Оно было вот здесь. Сюда можно повесить маркер. Давайте я повешу маркер на первую петлю. И когда я закончу первый ряд, вернусь к этой петле, то здесь я начну вязать изнаночные петли. Я дохожу до конца кругового ряда, то есть приближаюсь к той петле, на которой висит маркер. И дальше я буду вязать все изнаночные, то есть следующий ряд это все изнаночные, опять по кругу. Вот один ряд я провязала. Количество этих рядов задаст у меня толщину, как бы, или глубину рюкзака. Вот она, первая петля. Здесь уже перехожу на вязание по кругу изнаночными петлями. Так как в платочной вязке по кругу, там, где заканчивается ряд, и там, где начинается ряд, всегда как бы будет присутствовать вот небольшой шов. Поэтому я перенесла место начала вниз полотна, да. Вот здесь вот я обрезала нитку. Можно было бы, если бы, например, была просто лицевая гладь, вот здесь нитку не обрезать и продолжить, ну, набор ею, набирать ею, да. Но тогда бы этот шовчик вышел вот здесь, так как мы вяжем все-таки платочкой. Я решила сместить шов вниз, так как здесь он не будет бросаться в глаза. Здесь он ничего не испортит. Вот, я вяжу второй ряд, ну и таких рядов всего я свяжу 8 на одной половинке. Третий ряд. Снова я перехожу на лицевые. То есть все лицевые. И так я чередую. Следующий ряд будет все изнаночные петли. Я связала 7 рядов боковушек и сделала разметку. Я отсчитала 25 петель от середины в одну сторону, повесила маркер на 25 петлю. И в другую сторону я тоже отсчитала 25 петель, снова повесила маркер.
Для чего я это сделаю? Дальше у меня по рисунку 8 ряд, это изнаночный ряд. То есть я вяжу его изнаночными петлями. Я буду вязать изнаночными петлями до маркера. Дальше я возьму крючок, вот эти вот петли я закрою до следующего маркера и вот здесь остановлюсь. И первая деталь у меня будет готова. То есть сейчас я вяжу изнаночные петли до маркера. Провязываю последнюю петлю. Дальше петли я буду закрывать, так же как я закрывала их до этого. Использую крючок. То есть мне нужно закрыть те петли, которые идут до маркера. Я закрыла петли до маркера, остановлюсь вот здесь и нитку вот эту вытаскиваю, ее я не обрезаю, она еще пригодится. Ей я буду сшивать 2 половинки. Вот такой получилась одна половинка. У нее вот эта нижняя часть пока состоит из открытых петель, затем идут закрытые петли. Нам нужно связать будет вторую точно такую же половинку. Так, я связала 2 половинки. Вот одна, вот вторая. Они абсолютно одинаковые. У них есть закрытые петли, которые образуют верх. Здесь будет вставлена молния. И есть открытые петли, которые пока находятся на спице. Дальше мне нужно эти 2 половинки сшить. Сшивать я буду их трикотажным швом с помощью иголки. Мне понадобится иголка с толстым концом и довольно широкой петлей, куда можно вставить нитку. Помните, я говорила, что нитку обрезать не надо, я ее не обрезала, и прямо этой ниткой я и буду сшивать. Так, сейчас я соединю 2 половинки, так как они должны лежать друг с другом. То есть мы их соединяем открытыми петлями друг к другу. Вот с одной стороны у меня идет нитка, и вот с другой стороны идет нитка. Как бы 2 нитки рядышком соединять не надо. Нить затягиваем. Теперь снова сшиваем петли на той половинке, которая сейчас ближе ко мне. То есть опять с изнанки на лицо, с лица на изнанку. Нить снова затягиваем. У меня нить очень длинная, потому что я ее не обрезала. Это то, что остается у меня от мотка.
нитку затягиваем. Снова сшиваю петли, которые от дальней половинки. С лица на изнанку вставляю иголку и вывожу с изнанки на лицо. Так, петля за петлей я сшиваю 2 половинки. Я уже показывала этот шов на своем пуфе. Если вы видели пуф или посмотрите там, то вы уже можете это не смотреть. Здесь уже вам все понятно, как это сшить. Теперь возвращаюсь к петлям вот этой половинки. С изнанки на лицо, с лица на изнанку, и снова нитку подтягиваю. Этот шов имитирует вязание, то есть нить пройдет точно так же, как она проходит в вязании, и, естественно, его не будет видно. Снова с лица на изнанку иголку, с изнанки на лицо в ту петлю, которая еще на спице. Пропускаю иголку через петли и подтягиваю нитку. Этот шов нужно будет проложить до середины ряда, то есть до того момента, пока ваши петли не меняют направление. Как только вы дойдете до середины ряда, просто останавливаетесь там и начинаете делать точно такой же шов, но уже с противоположной стороны. Там тоже осталась нитка, точно такая же, абсолютно такой же длины. Ее уже вставляете в иголку и делаете то же самое снова до середины ряда. Вот как получается шов. Я сошью все вот эти вот петли до середины ряда, чтобы показать вам, где нужно остановиться. Затем начну сшивать уже вот отсюда 2 половинки. И дальше покажу, как сделать ручки. Я дошла до середины, и здесь я остановилась. Теперь я буду сшивать другую часть открытых петель. То же самое, нитку я уже вставила, точнее в иголку я уже вставила другую нитку, да, которая шла вот с этого края. Вот она идет. И точно так же петля за петлей я буду сшивать теперь с вот этого края петли. Эти 2 нитки встретятся в середине, и там я их просто свяжу. Ну или сошью иголкой. Подтягиваю нить. И так пока не закончатся открытые петли. Я сшила 2 половинки. Вот посмотрите, как выглядит место. Вот в этом месте сошлись у меня нитки, когда я сшивала с 2 боков. Я их просто связала и наизнанку вывела. Там я их подошью еще. Также я связала уже 1 лямку. Сейчас я вам покажу, как связать лямку. Я опять делаю набор на вязаном полотне с помощью крючка.
То есть выбираю место, откуда будет начинаться эта лямка, да, и мне нужно набрать 5 петель. Так. Вставляю крючок. Там внутри у меня нитка, я ее подхватываю. И вытаскиваю. То есть вот нитка от этого клубка, она идет, она у меня просто вставлена внутрь рюкзака, потому что мне нужно ее оттуда подхватывать. Я не могу вам этого показать, я же не могу засунуть камеру внутрь. Подхватываю, вытаскиваю, и таких петелек будет 5. Вот, 5 петель я набрала. Теперь нам нужно вывести нить на лицо. То есть сделаю еще одну 6-ю. Это будет не петля, это будет нитка, которую я буду вязать. Ее я просто вытащу. Можете размотать весь клубок, а можете просто вот какое-то количество. А дальше все эти петли я перевожу с крючка на спицу. Все та же спица номер 8 у меня. И начинаю вязать платочной вязкой. Вот нитка у меня идет. Ее просто надо здесь все вымотать. Она как бы вытащить весь клубок через эту дырочку, чтобы было красиво, да. Ну, я могу и так вязать. И вяжу самой обычной платочной вязкой. При этом кромочные я буду делать узелковые. Первый ряд самый сложный, потому что здесь довольно тяжелое полотно. Я провязала первый ряд, снова переворачиваю вязание. И смотрите, как делать узелковые кромочные. Вот у меня идет нитка, то есть как мы делаем кромочную косичку, мы ее снимаем вот отсюда петлю и вот так заводим нитку. То есть получается тогда кромочная косичка. Узелковая кромочная делается как бы точно таким же принципом. То есть тоже первая снимается, последняя провязывается. Никакого другого способа здесь использовать не надо. Единственное, что просто нитка по-другому разворачивается. То есть нить идет не вот так, а нить идет вот так. И снимается она вот отсюда. Вот. Я ее сняла и дальше провязываю все петли, которые у меня на спице. Снова разворачиваю вязание и вяжу следующий ряд. Точно так же поворачиваю кромочную вот таким образом. То есть вот так завожу нитку, а спицу вставляю вот отсюда. Что это такое? Вот, посмотрите, какой получается край. Я вот здесь покажу, здесь его лучше видно. То есть он получается узелками и как бы очень похоже на сами вот эти вот рубчики платочной вязки. Мне кажется, такая кромочная очень подходит к платочной вязке. Теперь обратите внимание на лямку. Она, конечно, под действием тяжести немножко подвытянется, но вытянется за счет того, что это вязание. У меня пряжа бисквит, она практически не вытягивается. Из любой другой пряжи
Ну, не знаю, наверное, надо покороче взять лямки, потому что они сильно вытянутся. Я сейчас измерю свою лямку, какая у меня получилась. Она в невытянутом состоянии. И мне кажется, это достаточная длина для лямок. То есть здесь практически 56 сантиметров, с учетом того, что это вязание. И этот рюкзак пока пустой, а он будет явно с чем-то внутри, то она будет где-то сантиметр 60-65. Я связала вторую лямку. И, конечно, в них должно быть одинаковое количество, что в одной, что в другой, одинаковое количество рядов. И теперь я буду пришивать лямку к полотну. Все по тому же принципу, что когда я соединяла две половинки, то есть открытые петли, я буду соединять с полотном. Теперь нужно только выбрать место. Так, сейчас я пропущу нитку через первую петлю. То есть точно так же, как я сшивала две половинки, теперь я пришиваю открытые петли к полотну. Только там были с обеих сторон открытые петли, а здесь с одной стороны открытые петли, а с другой стороны вязание, в которое я вставляю иголку. Затем вывожу снова на лицо. Протягиваю нитку. Снова в петлю, которую я уже пришила. Нитку снова протягиваю. Снова в петлю со спицы. У меня уже упали петли. Подтягиваю. Снова в вязание. Возвращаю обратно. Я считаю, это самый гармоничный шов. Он повторяет вязание. Смотрится очень аккуратно. Опять в петлю, которую пришили. Затем в петлю на спице. Снова затягиваю в вязание из вязания. В петлю
тоже. Следующий у меня будет последний стежок. Снова вязание. И затем вывожу нитку куда-нибудь наизнанку. Там я ее спрячу и подошью. И в принципе на этом вязание закончено. Остается только сделать подкладку, сделать молнию, убрать все кончики наизнанку. У меня ушло почти 2 мотка, точнее у меня ушло 2 мотка на эту сумочку, да, то есть вот у меня от мотка осталось, наверное, метр нити. Я пока не обрезаю нитки, я пока спрячу все внутрь и покажу вам, как выглядит рюкзачок. Итак, вот так выглядит рюкзачок с лица. Он будет немножко шуршать, потому что я его набила, для того, чтобы было лучше видно форму. Я еще не сделала молнию. Вот его обратная сторона, та, которая будет ближе к спине. Лямочки. Вот это шов, который образуется на дне рюкзака, потому что мы вяжем платочной вязкой. А платочная вязка по кругу, она всегда дает шов. Есть, конечно, какие-то способы, чтобы замаскировать его, но в трикотажной пряже она очень крупная, все равно будет видно. Здесь я сделала лицо абсолютно гладким, да. Я, как уже говорила, здесь можно сделать косу, можно сделать еще какой-то теневой узор, можно просто связать каким-то узором. Я сделала самый простой вариант, чтобы вам был понятен основной принцип, как вязать такой рюкзак. Ну и кому понравился мой мастер-класс, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и ждите следующих мастер-классов. Спасибо за внимание!